Приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала, а также канала Алексея Арестовича. Прямой эфир по понедельникам, как всегда, со свежими и необыкновенными кульбитами на фоне войны и происходящих очень бурных событий, а также велеречивых заявлений. Все будем обсуждать и, конечно же, будем давать оценки и заглядывать в будущее, потому что, кажется, сейчас будущее меняется. Ну, обо всем по порядку. Алексей Николаевич, приветствую вас в прямом эфире. Добрый вечер в вашей хате и всем, кто нас слушает. Друзья, два слова скажу о формате эфира, это всегда очень важно. Во-первых, мы вживую, вот как есть, так и есть. Значит, 21:03 сейчас на часах, прямой эфир на канале Алексея Арестовича, Александра Шелеста. О формате эфира, QR-код, который видите возле меня на экране, это возможность задать вопрос. С этих вопросов начнем сессию вопросов и ответов в конце эфира. Также закрытый клуб в телеграм-канале Шелест, клуб зрителей, там возможно задавать вопросы. И сообщество YouTube, это если заблаговременно. Ну и с чатом, конечно, пообщаемся. И канал Александр Шелест, Алексей Арестович, но с чатом в конце. А в начале вот такой опрос сегодняшнего эфира. Что с большей вероятностью ожидает ТЦКшников после окончания боевых действий? Месть, народный суд, расправы. Первый вариант. Второй вариант. Медали, привилегии, почет и уважение. Следующий вариант. Ничего. Будет вообще не до них. Забудут. Ну и финальный вариант — бегство за границу. На этот опрос лично меня натолкнула история, причем такая, двойного убийства, да, в одной части Украины, в другой части Украины. Один вообще имел отсрочку, детишками занимался, брейкдансом руководил на уровне области, поехал в Киев, ну и, в общем-то, по отчету официальному ТЦК выпрыгнул сам из бусика, ну и убился. Ну, что тут поделаешь, забили до смерти. Это такие вещи, которые проявляются вот каждый день, каждый раз. Но вчера же праздник был, День независимости. И стреляли вчера в Украине ТЦКшники, и крутили, и вязали, еще раньше убивали. Так вот, если вернуться к опросу нашего эфира, как бы вы на него ответили? А что их ждет после окончания? Смотря кто будет ими заниматься, какое государство. Вопрос не в ТЦКшниках, а в смене характера государственности украинской. Если останется антипроект, они станут героями, и часть из них уедет за границу к накопленным виллам и дачам, да, по Италиям и Испаниям. А если будет заниматься какое-то новое народное правительство, условно говоря, которое реально захочет подвести итоги этой войны, потому что переход в новую форму государственности, даже если она будет суждена украинцам, и в Украине, невозможен без, так сказать, правильного подведения итогов прежних 30 там скольки-то лет государственности и так далее. Тогда все будет в нормальном государстве, это было бы так. Кто правильно и честно работал, того наградить, кто нарушал, того посадить. Кто забивал до смерти, посадить навечно. В зависимости от распределения ролей в группе, предварительного замысла и так далее, и так далее. Все, это очень просто. Но заметьте, этот принцип начал нарушаться сильно до того, как началась большая война, да и был ли он, честно говоря, в Украине хоть когда-нибудь. Да, справедливое воздаяние имеется в виду наказание. Да, это вопрос. И поощрение, да. Это вопрос. Отвечайте, пожалуйста, голосуйте в вопросе, мы в конце подведем. Посмотрите, вот такой наиболее яркий пример. На 2014 году, 2 мая, товарищ Ганул участвует в сожжении людей в Доме профсоюза. Что бы сделало нормальное государство в таком случае? Внесудебная расправа, погибло десятки человек. Ну, бы посадили. Просто, понятно, легко запомнить. Лет на 15, может быть, больше. Но он продолжал ходить по улице. Быть активистом. Пользоваться известным авторитетом в кругу таких же интеллектуалов. И бандитская пуля оборвала жизнь человека. А может быть, остался бы в живых. Имел бы возможность самообразованием заняться в камере, там, что еще, покаяться и так далее. Помолиться, найти себя и так далее, и так далее. Изменить свою жизнь. Но нет. Поэтому внесудебная расправа – это всегда признак того, что государство не справляется. Все очень просто. Алексей Николаевич, ну вы знаете, вы так Ганула вспомнили. Ну простите.
Сейчас о Стерненко песни пишут, перепевают звезды украинской Да, эстрады. Сбрось по 2 гривни. А Стерненко, который убил человека, занимался понятно чем, запрещенными, назовем это так, веществами, да, с правым сектором икшался, потом сейчас стал великий волонтер и может себе позволить в изданию «Таймс» угрожать жизни Зеленского, если тот что-то как бы так отдаст или подпишет чего-то, а не будет, собственно, поддерживать рельсы вечной войны с Россией. Поэтому, знаете, пример Ганула это, конечно, замечательный, но у нас Стерненко живой ходит, возвеличенный, героический. Здесь надо правильно понимать конъюнктуру. Как бы Стерненко товарищ, который ездит на бронированном Range. Его охраняет служба безопасности Украины, как, видимо, знаковая, важная государственная лицо. Вот. И таким образом службе безопасности Украины надо как-то договориться с президентом, что сделать с тем человеком, которого охраняет служба безопасности Украины, и он одновременно обзывает президента. Что делать в таких случаях? Вот. Я верю в них, они разберутся. Что касается всей этой истории, ну, смотрите, убитый же хлопец, который брейкдансом руководил, Женя, он же, по отзывам его близких и родных, тоже был активным волонтером, помогал армии как мог. Это не спасло его от армии, от людей в форме этой армии, которые забили его насмерть. Поэтому общество на самом деле, вот я сегодня пост написал, украинское, оно же как бы моральный выбор украинцев к чему сводится личный. Либо ты веришь в декорации, либо ты смотришь, какова Украина на самом деле. Вот этот вал декораций, которые обслуживают такие, как Стерненко, он делит, и вообще вся эта ситуация делит людей на 3 сословия. Первое – это паны, это офис президента. Підпанки – это те, кто сосет у офиса или там рядом подвязается на всех тех или иных, ну и больших и маленьких офисах, областных державных администраций, мэрии там, и так далее. И все остальные. То есть это так называемые посполитые, с которыми можно делать все, что угодно. Их эксплуатируют одновременно идеологически, заставляя насильственно менять самоидентификацию. Их эксплуатируют экономически. Причем экономической эксплуатации и несправедливости подвергаются все. Даже если ты сделаешь портрет Шухевича себе татуировку на лбу, а на сердце товарища Бандеру. Неважно, не спрашивай. И сословное общество – это провал Украины 20 века, когда она получила независимость, до Украины 17 века. Буквально воспроизведение той системы отношений. Поэтому, если вы что-то хотите понять в Украине, дорогие зрители, просто смотрите на вот эту идеальную, гладко выбритую, вкусно пахнущую пирамиду. Паны, підпанки, посполитые. Стерненко почувствовал себя, давно был підпанком, но почувствовал себя паном. А почувствовал он себя паном не случайно, когда помахали картонками ребятки из того же болотца, которому он принадлежит. Это посольские. Стерненко давно попутался с посольскими, еще когда встречался с внучкой, как говорят злые языки, Ульяны Супрун, да, и так далее. И вообще, когда глобалисты американские решили завести здесь левых радикалов, противовес правым радикалам, Филимонов, Стерненко, примкнувшая к ним Притула, и вся эта сам. И, конечно, когда ты чувствуешь посольство за спиной, оно тебя уговорило одеть очки и пиджак, тебе кажется, что ты ухватил судьбу за плащ, и жизнь прекрасна. Но посмотрим, куда она заведет этих молодых и образованных и талантливых ребят. Алексей Николаевич, День независимости что показал вчерашний? Вообще, если честно, прям День Победы. Столько хороших новостей. И сегодня они продолжились. И немцы деньги дают, и шведы. И, в общем, замечательно все у Зеленского. И он выставляет, скажем так, ну, такую победоносную свою вот эту вот позицию о том, что Украина смогла объединить Америку и Европу. И дальше, мол, мы, ну, идем, ну, в общем, на пути к победе. Подоляк сегодня вообще выдал перл. Говорит, слушайте, так справедливый мир уже настал. Справедливый мир у нас, украинцы, мы такие полуанархические, а вот россияне, они там загнанные, а вот у нас, и мы уже никогда с ними не будем братскими народами. Этот тезис, он канул в лету, и поэтому, ну, фактически справедливый мир уже есть.
слушайте, ну прям какая-то очень интересная какофония звуков победы и потужности длится уже вторые сутки. К Саша, чему а вы бы это? знакомы с таким известным украинским журналистом, которого зовут Александр Шелест? Ну, иногда. Я некоторое время следил за его биографией. Так вот, очень интересный человек. На него основные нападки были все в момент, когда он сказал, что если мы остановимся по линии разграничения, это вот так вот уже. Теперь это предмет переговоров, который ведет наш любимый президент, запретивший себе вести переговоры с Путиным. Внимание, за что на Шелеста наложили санкции? Ведь он говорил 1,5 года назад то, что сейчас говорит офис президента, что стало официальной позицией офиса президента. Я вообще, и не только же Шелест, я вообще очень подозрительно отношусь к этому офису. Он плодит каких-то сплошных российских шпионов. Вы послушайте, что несет этот Подоляк. Его коллегу, имя такое, начинается, и фамилия такая гаденькая, у всех на устах, всех тошнит от нее. То ли, что-то, в общем, с арестом связано, да. Вот его начали особенно сильно из этого офиса устами того же Подоляка крыть российским шпионом, да, и всякое такое ровно за высказанную позицию годика 2 назад, что линия разграничения – это идеальное решение этого конфликта, раз уж упустили Стамбульское соглашение. Сегодня это офис, сегодня Миша защищает эту позицию, которую он так отчаянно атаковал 2 года назад. Они плодят там сплошных шпионов. Шпионы-советники. Шпионы главы офиса, шпионы президенты, потому что он соглашается на линию разграничения. Он говорит, что это справедливый мир. А еще недавно с негодованием его предыдущая версия этого президента отметала все это решительно. Поэтому офис – это царство, разделенное в самом себе. Видите, они вот проходят в правое зеркало, смотрят они за войну, за границей 91 года, в левое зеркало смотрят они за линию разграничения. А так пройдет полгода, они еще какую-нибудь позицию займут подозрительно. И в конце концов, я думаю, что они наложат санкции на самих себя. Что частично и случилось, потому что Андрей Борисович во взлете своего гения предложил поменять всех, кто там находится, на военных. На чем? Просто взять и всех, президент, Андрей Борисович и военные. Вот такой теперь будет офис. Понятное дело, потому что каленой, пылающей метлой надо выгнать всех предателей. Вы посмотрите, что они несут, эти подалеки. Это же ужас, это же сдача Украины. Что касается миллиардов, так это та же самая история. Наш любимый Евросоюз, он же тоже старательно не замечает смертей танцоров, волонтеров и талантливых педагогов и поэтов, которые забивают ТЦК. Зато со слезами на глазах говорит про лидера демократичного світу, які оце и так далее, и так далее. И подбросят миллиардику для того, чтобы славяне продолжали убивать друг друга, россияне и украинцы. Им хорошо, у них все просто, понятно и легко запомнить. Трамп говорит, что Путин не любит Зеленского, поэтому с ним и не встречается. Как вам такой ответ? По-моему, знаете, это гениально было. Вот, знаете, Трамп все-таки он гениальный человек. Он может так ответить, что, в принципе, больше и вопросов не задавать не хочется. Так о какой встрече сейчас все судачат и говорят? Ну и Трамп говорит, они, конечно, хотели бы, чтобы я вместе с ними тоже встретился. Но я подумаю, да, нет, но если не встретятся, будут последствия. Для кого? Какие? Трамп гениальнейший человек, поэтому я с детства за Трампа. Как родился, в 1975 году меня отвезли в родильную комнату, положили среди других детей. Дети хотят знакомиться. Говорят, Алексей, мы знаем, что вас ждет великое будущее. Разрешите автограф, сфотографироваться и так далее. Я говорю, нет, чу. Я прям как сейчас чувствую, что где-то в Америке сейчас какой-то, подождите секунду, великий человек, который вот с ним надо будет фотографироваться. Вот он сыграет настоящую роль и так далее, и так далее. Давайте поставим вопрос иначе. А кто из нас любит Зеленского? Подождите, ну тетки собираются, приветствуют. Тетки В собираются, соцсетях пишут, найкращий президент. Я очень сильно подозреваю, что даже Макрон не очень любит Зеленского. Вот так, чтобы совсем полностью любить Зеленского с ног до головы, но ведь встречается. Политика это же не про любит, не любишь, не любишь. Политика это надо или не надо. Требует стратегии или не требует стратегии и так далее. Поэтому это не есть препятствие. Но это очень милая отговорка от Трампа.
Что касается последствий, мы все очень хотим посмотреть на последствия от Трампа. Он уже 7 месяцев у власти, все ждут последствий от Трампа, но они никак не наступят ни для тех, ни для тех. Вот, 5 дней было, 10 дней было, 50 дней было, 100 дней было и так далее, и так далее. Все ждут последствий. Те, кто очень любит Зеленского, ждет последствий для Зеленского. Те, кто очень любит Путина, ждет последствий для Путина. А они все никак не наступают, эти последствия. Это, открою вам страшную тайну, скорее всего, они не наступят. Потому что любые последствия, что против Украины, что против России, на данном этапе и еще очень долго впереди, невыгодны прежде всего для Трампа и для всей архитектуры и политики, которую он выстраивает. Но говорить можно сколько угодно, а вводить реальные последствия – это совсем другая история. Что может Трамп? Ой, он может реально много. Он может обрушить цену на нефть, постараться. Ну, вернее, как может. Давайте так, не может. То, что может Трамп, значительно меньше, чем принято думать, что вот Америка такая могучая. Принято писать на украинских вот этих декорациях, что Америка страшно могучая, и только противный Трамп не хочет нажать кнопку, чтобы Москву в ядерную труху. На самом деле бессилие Запада определяется не то, что они могут и не желают, а тех, что они в значительной степени не могут, а потом только не желают. Технически Трамп зависит сейчас от Путина гораздо больше, чем Путин от Трампа. Но у Трампа остается совершенно реальная возможность. Так называемые калечащие экономические санкции. Он может это сделать и причинить России огромное количество неприятностей. Только возникает вопрос, а что дальше? А вдруг в омриенном тройственном союзе Вашингтон, Пекин, Москва эти калечащие санкции толкнут Россию в окончательное объятие Китая, либо куда более плотно, и Китай начнет помогать активно. Кроме того, калечащие санкции против России нельзя ввести, не вводя калечащие санкции против Китая и Индии. Вот это очень сильно не входит в планы Трампа. Поэтому нынешний мир, его глобальный юг, как его часть, настолько взаимосвязаны, что Трампу, чтобы ввести калечащие санкции против России реально, надо объявить войну глобальному югу. Бытует и такое мнение, что как только Путин введут калечащие санкции, он станет чумным, от него тут же открестится Китай и Индия. Сейчас открестится. По 1,5 миллиарда своего населения рабочими местами обеспечивать топливом и всем электричеством и так далее. Они не устанут, открестившись от Путина. Или моля разливан на нефти и газы им даст их стратегический, в кавычках, союзник Соединенные Штаты. Поэтому нынешний мир очень тесно взаимосвязан, а глобальный юг и глобальный запад находятся совершенно в другом соотношении сил, чем эти все певцы архитектуры холодной войны, которым кажется, что раз США завалили СССР, то Россию завалить 2 пальца об асфальт. Но, во-первых, США не заваливали СССР, СССР развалился сам благополучно руками его руководителей среднего звена, прошу прощения. Вот. А так бы стоял бы он до сих пор. И пример тому Китай, который вполне себе коммунистический и отлично стоит. Хотя он стартовал в 1991 году с позиции куда худших, чем у СССР были тогда. А второе, американцы, как великие геостратеги, которые кого-то завалили, мы видим очень хорошо по Ираку, Афганистану, Ирану, как они отчаянно справляются с вызовами, которые у них. И даже по хуситам, и даже по Украине мы видим, как они метко руководят борьбой с Российской Федерацией. Поэтому не умело. Поэтому, что я могу вам сказать? Он бы и хотел бы, но никто не в состоянии просчитать последствия глубоких калечащих санкций. Но где-то каким-то 5-й точкой они чувствуют, что как бы американцам не стало очень плохо от этих калечащих санкций. Поэтому ничего они не могут, на самом деле. Вот бомбы они дали. И полетят эти бомбы, и будут попадать в российские штабы, вагоны какие-то, там, не знаю, позиции и так далее. Российская армия понесет потери. Война продлится еще дольше, еще больше шахедов и снарядов прилетит для ракет по украинским городам. Да. В чьей-то очень умной голове решила, что лучший способ прекратить войну – это подбрасывать туда новое вооружение, правильно? Вы понимаете стратегию, которую сейчас американцы проводят? Вот если послушать Венса вчерашнего, да. Это одно. Если послушать Келлога вчерашнего и сегодняшнего,
Это другое. Но тут же орденоносец, у него орден Ярослава Мудрого за заслуги перед Который Зеленским. оказался князем русским недавно. Знаете, да, эту историю? Да, да, нашли печать. Да, нашли Да. его печать, и там написано, зараза, черным по меди, по белой меди, что Ярослав Мудрый князь русский. Заметьте, заметьте, товарищи с обеих сторон границы, не украинский князь и не российский князь, а русский князь. И вот этим самым орденом русского князя берут и награждают этого самого Келлога. Ну, как-то неудобно получается. Орденом русского князя президент Украины, который отчаянно борется со всем русским, награждает того, кто помогает ему бороться со всем русским. Что вы знаете о постмодерне? Что вы слышали о постмодерне настоящем? Вот это постмодерн, а не вот это вот ваше все. Вот. Что касается Америки, вы, наверное, слышали выражение Уильяма нашего Черчилля, который когда-то сказал, американцы обязательно найдут правильное решение, когда перепробуют все остальные. Так вот, администрация Трампа являет чудо из чудес. Вопрос о постмодерне или метамодерне. Она проводит все эти решения в жизнь сразу, в поисках, вероятно, вот этого одного, которое подействует. То есть при Черчилле они перебирали это последовательно. Сейчас они идут параллельно. Это параллельный ток. Помните, в физике такие схемы были с смыкающимся мостиком? Там были на лабораторных работах мы делали такие там, мосты смыкаются, размыкаются, а у моих детей маленьких был компьютер, вернее, такой конструктор электрический, тоже мостики можно было там в клеточки поместить. Они играют такой большой конструктор. Келлог проводит одну стратегию, Витков проводит другую стратегию, кто там, Венс проводит третью стратегию, а Трамп проводит стратегию того, кого он успел с утра послушать. До подхода следующего. Когда подходит следующий, он внезапно начинает следующую стратегию проводить. И это очень хорошо видно по его твиттеру, где, так сказать, разные мнения бытуют от забора и до обеда. В течение 3 дней стратегии могут поменяться. Остается только неизменным этот вот непередаваемый, непревзойденный стиль, большим капслоком писать все эти штуки. Поэтому там все стратегии сразу, и они все разные. Но заметьте, Украину на колени не поставить, и офис очень умный. Он награждает только тех, кто проводит правильную стратегию орденами русского князя. А кто неправильную стратегию, им не дают орден. Они говорят, Венс, вот где Венс? Венс сидит, ему, наверное, грустно от того, что они нет ордена Ярослава Мудрого. А Уитков без ордена, например, Богдана Хмельницкого, куда он годится в конце концов? Вот. Поэтому, так вот, Келлог приедет сейчас так, Белый дом, гвардии капитан, скажет он, понимаете, все. А эти нет, у этих нет таких орденов. Не знаю, наверное, загрустят и прекратят проводить свою стратегию в жизнь. Какой может быть результат после этого? Покаются и прекратят до награждения. Келлог говорит на молитвенном завтраке, которое сегодня все конфессии помолились, кроме УПЦ. УПЦ заняты, у них крестный ход, причем такой многотысячный. Келлог говорит на этом завтраке, тоже, кстати, слезали у американцев чистой воды, да, плагиат, или как косплей, правильно, по 95-му кварталу, что следующий день независимости, возможно, будет в мире, и очень хотел бы. Венс говорит, полгода максимум еще осталось воевать. А Арестович что говорит? Арестович говорит, что аналитическое планирование невозможно, потому что анализ – это прежде всего анализ количественных показателей. А количественные показатели – это надо знать реальные цифры, а мы их не знаем. Но Арестович слабый человек, поэтому он иногда позволяет себе сказать, полгодика, от полгодика до полутора в разных сценариях и так далее. Но зато известен сценарный анализ. Разрыв между декорациями и реальным задником того, что происходит в Украине и во всем мире в политике, таков, что он так или иначе должен вылиться в какие-то, давайте максимально деликатно скажем, в какое-то ружье, которое стрельнет в последнем акте. Как оно стрельнет, когда оно стрельнет, мы не знаем. Посмотрим. Но то, что общественное напряжение в Украине прорвется, и недолуга политика Запада, который старательно поддерживает украинскую декорацию, тоже треснет, и король окажется голый дважды, это 101%. В какой форме, не знаю. В Украине привыкли это канализировать в выборы, но проблема Украины в том, что технология отработана перевода народного недовольства и поддержки декораций в выборы. Это и называется демократия украинская, которую все приветствуют. Проблема в том, что в Украине нет конфликта элит. Смотрите, даже на Западе, который все похоронили давно уже и сказали, что там будет завтра халифат,
есть элитный конфликт. А элитный конфликт всегда содержит в себе что? Потенциал развития, разность потенциала. А в Украине нет. В Украине клановые конфликты. Проблема в том, что в Украине нет элит, которых не устраивала бы декорация. И всех устраивает. Они все носят вышиваночки и клянутся, крокодили слезы льют, воруя на крови солдат. Как бы, да, и на крови граждан, которых они загнали в эту войну. А реальная элитная группа, реальная революция, реальная реформа, это же когда одна элитная группа выступает против другой, по принципу так жить нельзя, надо что-то другое. У нас нет элиты, которая хочет смены системы. Их все устраивает. И на Западе вот глобалистская элита, левоцентристская элита руководства Евросоюза, она тоже придерживается, давайте закроем глазки на то, что ТЦК забивает людей живьем, и дадим миллиард на поддержание декораций и на продолжение ловушки для медведя. Поэтому вопрос, а кто же в Украине будет делать или реформы, или революцию? Неизвестно кто. Но какой-то прорыв должен быть. Так долго быть не может. Нельзя безнаказанно забивать людей. Ну, там годами. Можно, Можно почему годами, нельзя? можно десятилетиями, но однажды, когда-нибудь. Вопрос к этому когда-нибудь. Что останется от Украины и украинцев? Эм, Вы неоднократно, ну, вас уже даже все цитируют, Да, это, ну. нет, серьезно, вот это вот все абсолютно, то есть это к вам, вы это долго, достаточно долго протаскивали, и теперь это ассоциируется формулировка именно с вашим именем. Речь идет об этом выражении или термине, да, вот этой землянки УПА. Мгм. Сегодня по ней был нанесен колоссальный удар новым президентом Польши, который подмахнул вот так с плеча одним вето, наложил на поддержку украинцев, не работающих, соответственно, детки уже по 800 злотых не будут получать, ну, там, с какого-то периода 26 года. Плюс он так и сказал: ребята, надо вот эту бандеровщину, бандеризацию эту истреблять, бороться с ней. Так а как же истреблять? Там робкий голос из МИДа говорит, что подождите, вас ждут ну, последствия, ну, не делайте этого. Но там же вот под одну гребенку полетел и Starlink, которые сейчас думают, как будут оплачивать и как-то выводить из этого законодательства в поддержку Украины. В общем, удар произошел оттуда, откуда не ждали. Ну или как ждали, но не думали, что он будет именно такой. А это не думали, это вот главное объяснение происходящему. Зачем думать? Думать это что-то... Вот вы сейчас очень антиукраинские вещи говорите, контрреволюционные. Зачем в Украине думать? Надо просто писать на декорации красивые там слоганы. Например, заметьте, что на декорации написано. Мы воюем с одвічним ворогом России. Вот она, вечный враг у нас. Вот. И там Беларусь еще. А на самом деле, если пробежаться по нашим соседям, заглянув за декорацию и посмотреть, с кем реально мы очень серьезно испортили отношения, вплоть до взаимных угроз, применения вооруженных сил, считаем Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Россия, Беларусь. 6 государств. Из этих 6 государств, только никому не говорите, чтобы не цитировали Арестовича, это очень антигосударственное, то, что я сейчас скажу, 4 государства ЕС и НАТО. Смотрите, мы с 6 соседями побили радикально горшки, вплоть до угрозы применения военной силы взаимной. Из этих 6 государств 4 государства, то есть 2/3 государства ЕС и НАТО. Еще раз попытайтесь остановить эту мысль и поддержать, те, кто склонны думать, поддержать ее в голове 30 секунд. И вы поймете, какую реально внешнюю политику проводит Украина. Или внутреннюю, которая становится там отображением внешней, потому что внешняя политика, как мы помним от Владимира Ильича Ленина, всегда есть продолжение внутрь. Мы побили горшки, у нас территориальные претензии или символическо-исторические претензии, или реальные претензии, например, энергетические, вот как с Венгрией. Уже дошло до того, что квалифицируется международным правом, как военная агрессия, например. Подрыв энергопровода, который снабжает Венгрию, это вообще квалифицируется как военная агрессия против страны НАТО и ЕС. И это все результат мудрой политики, которую проводит Украина. Поэтому хорошо.
Одвичный ворог России. Она всегда хотела завоевать Украину. Всегда хотела уничтожить всех украинцев. Просто до корня. С ними понятно. Беларусь там подло поддакивает. А 4 страны НАТО и ЕС вам как? Тоже всегда хотели уничтожить Украину? Тоже одвичный ворог? Вокруг одни враги, Алексей Николаевич. Сплошные враги. А теперь внимание. Когда у тебя вокруг сплошные враги, что это говорит о как бы, глубине, так сказать, и продуманности твоей внешней политики? Ведь соседи – это те, с кем первыми надо иметь хорошие отношения. Не с далеким дядей из Америки, не с далеким дядей из Китая, а с соседями. А теперь давайте еще посмотрим. Вот эта странная страна, она начинается на А, заканчивается, которая проводила к этой политике бесконечных ссор с соседями. Уганда. Да, она еще добавила еще одну интересную штуку. Она разрушала собственный аппарат безопасности все это время. Смотрите, вот, внимание, эти очень умные люди в руководстве этой страны, последовательно 6 чрезвычайно умных людей, одновременно ссорились с соседями и углубляли ссоры и разрушали аппарат безопасности. Что нам говорит об их уме? Это все, об их дальновидности. Ну, Это подождите, очень... это о многом говорит. Это надо анализировать. Получается, Да, это очень умные и аппарат очень безопасности, дальновидные люди. аппарат безопасности у них, на который они будут опираться, находится в других странах. Это раз. Ссоры с соседями, зона интересов и влияния, иерархия подчинения, в том числе на Западе, у них находятся в других странах. То есть, в принципе, с точки зрения элиты, все нормально. На этот счет Константин Бондаренко отлично пошутил. Он сказал, и через 100 лет здесь будут стоять наши потомки на Майдане, на Софийской площади. Как воскликнули украинцы, а наши? Понимаете, да? Поэтому, ну что я могу сказать? Тогда возникает вопрос к несчастному обманутому народу. Как так получается, что 6-й подряд, кого вы выбираете, 6 из 6, это же даже не лотерея 6 из 36, это 6 из 6, и которую вы потом изо всех сил поддерживаете, рассчитывает на аппарат безопасности других стран, а не той, которой он руководит. Как же так? Нет, я не обвиняю вас. Я просто предлагаю задуматься. Гарантии безопасности. Я не знаю, превратили в какую-то шоу, какую-то мыльную оперу. А по сути возникает ведь главный вопрос. Так о каких реальных гарантиях безопасности может идти речь и при каких условиях? При, внимание, а это мое мнение, мнение еще ряда людей, и я считаю это как бы правильное мнение, начавшейся избирательной кампании Владимира Зеленского вчера. Ну, она началась раньше, но вчера вот прям четко. Вот эта речь, вот это все. То есть он идет на выборы. Хорошо. Если Зеленский ставит знак равенства между собой и Украиной, во всех смыслах этого слова, как страна, как государство, как там, не знаю, режим и все остальное, то получается гарантии безопасности Зеленскому это как бы тоже гарантии безопасности Украине. А почему мы решили, что он начал предвыборную кампанию? Ну, речь какая мощная была. Какие решения сейчас проводят? Вы что? Дима Литвин вам еще не такое допишет. Слушайте, и Да, надои да. повысим, и зарплаты увеличим, Да, ну понятно. и выпустим всех до 22. Нет, до 24. Понятно. И офисом буду руководить военное. Да, смотрите, в чем фишка. Как бы так деликатно сказать. Конечно, они ассоциируют себя с Украиной. Видели, в море бывают такие рыбные фермы, там рыбу разводят. И вот те, кто разводит эту рыбу, они очень ассоциируют себя со своей рыбной фермой. Это их дело, жизнь, и они с этого получают деньги. И даже, наверное, любят этих рыбок, которых вылавливают и везут туда на праздничные столы кого-то другого. Вот, и, наверное, бы расстроились, если бы эти рыбные фермы пропали. Но так они все любят Украину просто до невозможности и ассоциируют себя с ней по полной. Это их бизнес, Украина. Почему нет? Конечно, ассоциируют.
Ну, владельцы птахоферм, там этих куриных ферм, они что же, наверное, ассоциируют себя с делом своей жизни, которые курочек разводят, кролики, это кроликоведы тоже себя, наверное, ассоциируют. Поэтому, да, они ассоциируют, даже волнуются где-то. Но один ближневосточный экстремист 2000 лет назад сказал замечательную фразу: «По плодам их узнаете их». Ну, смотрим не на декорации, на слова все эти, а на что? Что реально происходит. Реально. А реально нормальный президент, когда забились его позавчера Женю, или там другой парень умер в ТЦК, вызвал бы всех этих силовичков и сказал бы: ребятки, давайте я кое-что вам проясню. Вы не поверите, но я тут типа гарант Конституции. А у нас по Конституции не принято забивать людей даже в военном положении. Поэтому, если в течение суток, завтра в это же время, мне не будет положен на стол полный отчет того, что произошло, чтобы я мог принять решение, кадровый персонал, это к вам, товарищ командующий сухопутными войсками, потому что ТЦК находится в его ведении. Начальник генерального штаба, главнокомандующий, и к вам, товарищ глава СБУ, и к вам, товарищ глава ДБР, и к вам, товарищ полиция, к вам прокуратура. В общем, все дружненько проверьте, чтобы вы не обманули, и сговора не было. А я сделаю кадровые персональные выводы по поводу того, что произошло. Понятно? Понятно. И после этого он выходит к людям и говорят: дорогие украинцы, у нас имел место чрезвычайный прецедент. Вот тут у меня в бумажке написано, что таких случаев у нас там 300 или 200 за 3 года. Это оскорбительно для великого народа великой краины, как он любит говорить. И я, президент, наконец-то переполнил свою чашу терпения. Тут остается место для вопроса, почему ты раньше этим не занимался с первого случая. И принял следующее кадровое решение. Раз, два, три, четыре, пять. Но кроме того, я всем авторитетам президентской власти, обращаясь к парламенту, Генеральной прокуратуре, Верховному суду Украины, прошу их сделать все, чтобы наказать виновных. Наказать виновных. И довести следствие до конца. Беру под личный президентский контроль. Вот так действуют нормальные лидеры нормальных государств. И Не так получится. пока да, Ну, не не получится. получится, Потому что, правильно. смотрите, потому что не получится, потому что это получается, что президент поддерживает ухылянтов. Президент должен был сказать: дорогие друзья, у нас война. Поэтому мобилизация необходима. Но это не означает, что ее нужно проводить методом забоя своих граждан среди бела дня или похищения там, отцов на глазах детей, например. Что у нас были случаи, когда папу от коляски отрывали, правильно? Там, и так далее. И там восьмилетняя, я вот до сих пор помню видео, когда восьмилетняя девочка рыдает, там в истерике, в судороге бьется, что папу утащили в автобус ТЦКшники на глазах и так далее. Или какого-то дядю там, по-моему, кого-то на ее глазах и так далее, и так далее. Поэтому что, дорогие друзья, мобилизация – это мобилизация. Я ее беру под личный контроль. Ха-ха-ха, вы будете сильно смеяться, так написано в законе про оборону. Вообще-то, что президент руководит мобилизацией. Ну вот, и организовывает ее. А все вот эти товарищи, да, они будут, отдельные уродливые явления у нас есть, но я лично буду следить за каждым таким случаем. Потому что правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвредить. Это так было бы по-хорошему. Но на самом деле за кулисами происходит нечто другое. Вся эта ТЦКшная сволочь. Это огромный пылесос по расправе над неугодными и по высасыванию черного нала, неучтенного вверх, который уходит прямо в офис президента. Потому что оттуда все организовывается всегда и во все времена. Вот и все. А кто же откажется от такого потока черного нала? Это десятки миллионов долларов ежемесячно. Не очень большие деньги для такого уровня, но тоже же деньги. Ну что же, ну куда же, как же туда-сюда. Понимаете, ну? Вот и все. И отличный инструмент расправы над этим. А если начать ТЦКшников всерьез преследовать, то может оказаться, что они, бедняги, не очень уже деньги несут. А кроме того, вы же не забывайте, они тоже в значительной степени заложники, потому что они поставлены в условия, что, как говорят злые языки, если норму не выполнишь, на фронт поедешь. Конечно, людям не хочется ехать на фронт, им хочется других туда посылать. Вот и вся система отношений в этой богом спасаемой Украине, с которой он себя ассоциирует, и президентом которой он так хочет стать второй раз.
Алексей Николаевич, а что такое оккупация? Оккупация – это когда войска противника захватили и удерживают данную конкретную территорию. А люди где в этой схеме? А люди в этой схеме нигде. Поэтому ваш покорный слуга, еще будучи там спикером ТЦК, все время деликатно подсказывал, а давайте поставим вопрос о людях, которые по обе линии фронта. Вот это будет точкой переговоров реальных. Не, блин, долбаные границы, не там еще что-нибудь, а люди, как главный капитал. Давайте что ли о людях. Но почему-то люди мало волновали. Да, они были вопросом на пятом или шестом всегда. Всех волновали границы, всех волновали какие-то там условия, какие-то там парафированные пункты, какие-то там подписи, статусы, все что угодно, кроме людей. Ни разу всерьез вопрос не ставился о взаимном признании дипломов, ни разу не ставился вопрос о взаимном признании медицинских справок, ни разу не ставился вопрос о имущественных вопросах людей, потерявших квартиры, там, да, и так далее, и прочее, и другое имущество бизнеса и прочее. Ни разу. Вот это такая была забота об этих самых людях. Кстати, о людях. Я тут недавно задумался, не далее, как вчера. Вчера же было 24. Да. Российская Федерация поменяла пленных на День независимости Украины. Отдала. А вот я, интересно, на День России, если бы Российская Федерация попросила отдать их пленных, ну, обмен произвести, что бы ответила могучая, свободная, демократическая Украина? Вот я как-то задумался вчера. И что бы она понаписывала в своих верноподданнических этих телеграм-каналах? Про то, что тупые москали попросили, ага, наивные, на День России отдать им пленных, а мы не отдали. Нечего им. Вот этого всего. И тогда. Как же так? Мы же демократы. М, Разговоры о мире демотивируют потенциальных рекрутов. Высказал такую мудрую мысль представитель рекрутингового фонда Третьей штурмовой. Есть такой Петренко. Ну, фигурировал и политических шоу, и, в общем, был. Знаем такого. Возникает вопрос. Когда Зеленский говорит, что на День независимости, ровно как вчера, говорит, что в Крыму, в Луганске, в Донецке вдруг, вы не поверите, Алексей Николаевич, опять появились наши люди, то как-то, ну я даже не знаю, мотивация это добавляет или отбавляет на четвертом году войны воевать дальше. То есть их не было с точки зрения официальной украинской пропаганды, ну, властной, да, военной. А тут они появились. Или так, для красного словца. Давайте найдем по порядку. Петренко призывает следовать извечным украинским курсам, врать потенциальным призывникам относительно реального положения дел. Такой укор Венсу. Венс сидит там, и ему вице-президент США всего лишь. И тут ему наклоняется на ухо референт и говорит, вы знаете, главный рекрутер Третьей штурмовой Петренко, он сейчас не согласен с вами, да. И Венс аж закашлялся, такой, бедняга, блин, елки-палки, надо менять направление основной политики. Я тут про мир через полгода, а он говорит, так вот эти все ваши разговоры, Венс, они же демотивируют. И Миша подалеку не спится, ворочается он сбоку на бок, потому что Петренко, сам Петренко сказал, что демотивируете вы своими разговорами о справедливом мире. И Зеленский вот это поперхнулся, произнося речь, закашлялся, потому что Петренко сказал. Ну, вы, конечно, там выступаете на Софиевской площади, но вы же поймите, это же все демотивирует. Ну, какой справедливый мир? И все, и уже не так произносятся речи, хрипотца гуще, и закашлялся возле микрофона одновременно Венс, Подоляк и президент. Потому что Петренко сказал демотивировать. То есть принципами комплектования Третьей штурмовой, я так понимаю, провозглашены им Петренком самим вранье в лицо кого? Призывников и, так сказать, то есть обман как способ мотивации. И несогласие с государственной политикой Украины, которую проводит президент Зеленский, и Миша Подоляк, и государственной политикой Соединенных Штатов, главного партнера в этой войне и заказчика этой войны. Ну что ж, так и запишем.
Я надеюсь, что посрамленные Венс, Подоляк и Зеленский одумаются и перестанут демотивировать призывников. Ну, в конце концов, ну, ребята, ну, серьезно, ну, давайте к ним обратимся через экран, пользуясь случаем. Владимир Александрович, Миша и дорогой Венс, перестаньте демотивировать призывников. Перестаньте. То, что ТЦК забивает насмерть, это пустяки. Они колоннами идут мобилизироваться. Но ваши слова про какой-то скорый мир, ну подумайте, вы же серьезные люди, как вы позволяете себе такое? Зачем? По что, в конце концов? Ну, я знаю, что Петренко второй раз вам указывает на ошибочность вашей политики или что? Ну, до чего же вы доводите? Ну, это же неудобно. Просто одумайтесь, соберите большую семерку. В конце концов, поймите, что вы делаете для демотивации призывников. Поймите, что инструкторам учебного центра ДИСА, в конце концов, ваша политика осложняет жизнь. Ну, неужели вам непонятна истинная иерархия? Петренко и Венс. Ну что, это же безответственная политика. Вот вы знаете, в каждой шутке есть... Подождите, как же до страшного может дойти? Как может случиться, что завтра, насмотревшись на Венса, Моди, Нарендра этот и Си Цзиньпинь начнут проводить политику, которая мешает Петренко набирать рекрутов. А тогда куда, каким курсом пойдет вся политика земного шара? Неизвестно. Между прочим, там, напомню всем нам, что летит космический объект из глубин Вселенной. И в ноябре вполне может прилететь куда? К Земле. Выйдут инопланетяне, И будут мешать какой-то Петренко контакт проводить и мобилизацию. демотивируют призывников Петренко, да, и что тогда? Ну, да, товарищи, нет, это абсолютно несерьезно. Я выражаю решительный протест. Решительный протест. Нет, одумайтесь, мировые лидеры, в конце концов. Почему профессура не выйдет, ведущих мировых университетов? Почему Грета Тунберг молчит? О, да. Занимаются пустяковыми проблемами. Газа, Украина, Иран, хуситы, я не знаю, что там еще, Тайвань какой-то жалкий. Нужно вам еще раз указать, что... Ну, хорошо, ну, прочитайте еще раз внимательно речь Петренко, законспектируйте, в конце концов. Уже очень ясно, черным по белому написано. Прекратите демотивировать призывников. Все, просто, понятно, легко запомнить. Ну, что непонятно, не знаю, ну, что... Увижу Венса, обязательно ему скажу. Нет, я прям сейчас. Я прям сейчас ему напишу в WhatsApp. Так и пишем. Минуту, паузу. Дорогой Венс, how do you do? I think your family is good now. So I want to say you something very important. The senior recruiting procedure, so-called Petrenko from Third Army Corps, said your policy conducting you last times is very harmful for the recruiting policy of Ukrainian armed forces. Please, Vance, stop. See you next time. Don't push the horses. Да. Don't push the horses. Have a good day. Правильно? Have a good day. Все. Знаете, ну в каждой шутке... Разрулил. Спасибо. Вот спасибо, что указали вовремя, потому что ну, так же оно могло остаться же, оно же могло остаться ну, вот, нерешенным. Смотрите, в каждой... Неделю до следующего раза. Вы могли промолчать, Александр. Вы могли промолчать, и неделю продолжалось бы это безобразие, понимаете? Конечно, вот все если, говорят... Если вот, да. Слава богу, да, дописали вовремя решение. Смотрите, тут же, понимаете, в каждой шутке есть доля шутки. Да. Но понятно, что там... Ну, гребут же, как не в себя, народ. Гребут. Против воли гребут. Против воли. И люди там, ну, кто в СЗЧ уходит, кто не в СЗЧ, кто берет и тянет эту лямку несправедливой, получается уже по всем раскладам политическим проигранной войны. Что Арестович хочет сказать этим людям? Подождите. Сейчас Венс ответил. Сейчас зачитать в эфире, что Венс пишет. Dear Алексей, пишет Венс, I am really recognize what I am doing. So harmful, so fallacious, so rambunctious, and so your speech. Please tell Петренко, I am very, как это, сожалею. В общем, если можно, скажите, что я немедленно прекращаю. Перевожу уже на русский и так далее. Хорошо, very sorry вам. Продолжаем. Смотрите, по поводу проигранной войны. Здесь тоже надо разбирать декорации и реальность. А теперь, дорогие россияне, которые смотрят меня, держитесь. Держитесь, потому что Арестовичу верить нельзя. Сейчас будет вторая Курская речь.
вам станет очень обидно, и вы меня разлюбите. Напрасно вы меня полюбили, я же змея. Правильно там пишут вам самые умные из комментаторов, когда он же змея, он обязательно, гад, вывернется и вот сдаст себя с потрохами. Вот он обязательно какую-то скажет сволочную вещь. Так вот, на декорациях написано следующее. Мы воюем на чужие деньги, а Россия воюет на свои. И эти свои деньги у России заканчиваются. Специалисты уровня Фейгина и Липсица говорят одновременно нам, что? Что послезавтра Россия крякнет. У них там все очень плохо экономически. Рухнет она. А когда Россия рухнет, поломается самый главный, там рухательный у них такой рычаг есть. Вот он ломается. Путин сразу падает в холодильник и уезжает на тележке, а все 700 тысяч российских солдат, которые у нас, просто вот так, как выключенные роботы, падают на месте, и Украина побеждает. Все, дело только дойти до границ, поставить украинский флаг, восстановить и сказать, все, мы победили. Вот так примерно обстоят дела с точки зрения того, что написано на украинских декорациях. Еще чуть-чуть она надорвется, еще чуть-чуть она поломается. Вот буквально еще чуть-чуть и так далее, и так далее. Совсем им плохо экономически. И напоминаю, что в 1941 году Советскому Союзу было плохо экономически гораздо сильнее, чем сегодня России, но почему-то в 1945-м это кончилось все в Берлине. Это для тех, кто там забыл, как оно выглядит в уроках истории. Поэтому, опять же, мы не знаем, у нас нет аналитических цифр, которые могут подсказать нам, сколько еще продержится Украина, сколько продержится Россия. Военное, что есть, что является теплым, вернее, таким белым пятном, который манипуляции, который позволяет порождаться манипуляциям, беленьким, как плесень на хлебушке застоявшемся. А дело в том, что отсутствие реальных цифр. Даже по потерям чудовищный расход, потому что эти говорят, мы говорим, мы у вас 2 миллиона уничтожили, они говорят, мы у вас 2 миллиона уничтожили. Вы не И верите в эти хакерские сливы? да, это все. Так вот, что такое 1 700 000 погибших? Украинские вооруженные силы 880 000 человек. Силы обороны там с СБУ, пограничниками, Нацгвардией и всем остальным 1 200 000. 1 700 000 это значит 1,5 раза умер каждый силовик в Украине, чего явным образом не наблюдается. Ну, не наблюдается никак. Это значит, более того, в Украине мужчин призывного возраста сегодня где-то миллионов, наверное, 7. Что такое 1,7 погибших? Это значит, в вашем окружении каждый 5-й мужчина умер, погиб на фронте. Их достаточно много погибших, но они все-таки не каждый 5-й. Точно так же, как мы сильно перевираем российские потери и так далее. Реально, я думаю, на сегодня, если эта цифра интересует, украинских потерь убитыми под 200 где-то, на российских, думаю, под 600. Плюс-минус там и так далее, убитыми. 450-600 где-то так. Вот. Что вполне соответствует военной науке, потому что наступающий всегда несет потери в общем наиболее общих случаях 1 к 3, 1 к 4. Особенно во время сложных боев. Так вот, что я хочу сказать. Но это не важно в данном случае. Важно другое. Важно то, что невозможна аналитика в отношении того, кто проиграет войну первый, кто выиграет и так далее. Зато понятно сценарно. Сценарно понятно следующее, что сумма противоречий между Россией и Украиной такова сегодня, что разрешена она может быть только 2 способами. Либо военным поражением одной из сторон, полным, нормальным военным поражением, когда уже нет возможности. Напоминаю, что это не отсутствие возможности сопротивляться. И либо второе, это когда создается такая ситуация на поле боя и в стратегической глубине, что война превращается в абсолютный тупик, и обе стороны что изнашиваются полностью. Соответственно, что написано на украинских декорациях? Если бы проклятый Запад сосредоточился и дал бы нам много-много денег и оружия, от себя добавим еще где-то людей, потому что дело не в деньгах и не в оружии, оно, конечно, в этом, но деньги и оружие – это 2-е, 3-е место, а 1-е почетное место – это люди, личный состав. То мы бы довели ситуацию, ну, если не до военного разгрома России, то хотя бы до кровавого тупика на поле боя, который вот заставил бы остановиться по линии разграничения. Есть другое мнение, что при данном уровне государственного управления в Украине, который не собирается меняться, а наоборот деградирует, и многочисленные примеры деградации не надо приводить. Если бы не было деградации, можно только один. Не забивали бы людей эти ЦКшники. То уровень деградации можете понять. Вот февраль-март – это сотни тысяч добровольцев в военкоматы сами, воевавшие, не воевавшие. Сегодня надо людей силой ловить и забирать. Так вот, то Российская Федерация, обладая средствами государственного принуждения и проводя разумную политику, которая привела к
к срыву международной изоляции России, к способам обхождения санкций, то есть получения сверхдоходов от продажи нефти, газа и всего остального, и мотивированным населением, которое что? Регулярно рекрутируется на воинскую службу, обладает не только количественным, но и качественным преимуществом по уровню проводимой государственной и военной политики. Так или иначе, сценарно нам подсказывает, что Российская Федерация реализует свое преимущество. Вопрос только, в какой степени она реализует это преимущество. И каждый раз, когда мы говорим, может, хватит уже, не побеждать друг друга, а просто хватит воевать. Разумные люди говорят, тут просто остановимся, линия разграничения и будем решать. Западные союзники говорят, а давайте мы еще раз поддержим демократическую страну. И еще дадим 2 миллиарда долларов. И еще дадим там 3300 страшных бомб, которые разобьют все... Еще произведем ракету «Фламинго», «Поляныца» и «Пекло», которые неизвестно куда делись, которые были перед «Фламинго» и тоже угрожали всю жизнь дотла. Они разнесут все российские НПЗ. Руссорис. Да, Алексей Николаевич, Руссорез, и Руссорис. наконец-то, да, вот эта тупиковая ситуация сложится и так далее. Ну, тогда я напоминаю любителям тупиковых ситуаций, что тупиковая ситуация это означает, когда не только враг не может продолжать войну, но и вы не можете продолжать войну за счет накопившихся потерь на фронте и в тылу. Ценой уничтожения страны. Я один намек, метафорический такой, скорее, чем аналитический, но я вам дам. Месяц войны – это год на восстановление Украины при условии, что это восстановление вообще случится. То есть нам дадут помощь, и украинское правительство сможет эффективно реализовать. Какой месяц войны? Ой, да. Ну, Так, чтобы не соврать, под 40 уже, да? Сейчас пусть нам послушайте, ну, посчитают. Секунду, я хочу закончить. Это 40 лет на восстановление Украины. 40 лет. да и Каждый новый нечего месяц это еще восстанавливать. один. Вы же, Так вот вы тоже. же поймите, тут же, Да. это же, кстати, проистекает прямо из ваших слов. То, что было, вот это вот Украина, вот это все, то есть там предприятия, люди, образование, медицина, да, ну, условно бесплатное, образование, да, но условно бесплатное, какие-то понятия о равных возможностях, какое-то жизненное пространство. Его надо убрать, убить, задавить. И это же гениально было вчера сказано кем? Валентином Гладких. Это же просто потрясающе. Он говорит, смотрите, дилемма. Территориальная целостность и государственный суверенитет. Ну да, территориальная целостность там неполная, потеряли. Но зато укрепился суверенитет. И вот вас, украинцев, станет меньше, образование будет хуже, получать вы будете там 3 копейки, мы допечатаем вам, но на 20-гривневой вот этой купюре напишем «Слава Украине, героям слава». Не было же на 20-ке, а сейчас на 20-ке оно появилось. Это 50 центов, да? Вот так вот вам. И у нас будет все мощнее. Маленькая, но мощная, гордая и непобедимая страна. Проблема в том, что ваша математика, она соответствует действительности, если восстанавливать нормальную страну плюс-минус к тем объемам, которые были. Всего. А это не стоит задача. Стоит задача, сточить, стереть Украину, об Россию. Вот. И тут мы дошли до того места, которое я хотел произнести, но вы за меня сделали мою работу, произнесли эту пламенную речь. Смотрите. Все это хорошо было бы при условии, что Украина бы была той страной, которая нарисована на декорации про Украину. А реально Украина – это страна, где спасать не особо-то нечего. Вот говорят, что они воюют, мне пишут часто в комментарии, смотрите, украинские мужичины, они дерутся не за Зеленского, а за свои дома и за свои семьи. Окей, говорю я. Кончилась война. Мужчины возвращаются в свои дома и к своим семьям. Семья подвергается экономической эксплуатации? Подвергается. Идеологической эксплуатации подвергается? Подвергается. Что со закрытием границ, открытием, неизвестно совершенно. Уровень образования не соответствует ничему в мире. Медицина отвратительная для большинства граждан, те, которые не богаты и не пролезли в пятпанки и паны. Экология отвратительная, демография прошла точку невозврата, экономика разрушена.
Система общественных отношений 17 век. Конституция на паузе. Право отсутствует как класс. Массовые волны хейта, затравливание недовольных, насильственное принуждение к смене самоидентификации. Вот вы вернулись домой и получили все это. Только многократно усиленно. Чем больше война продолжается, тем больше она будет усиливаться. Как вам качество вашего дома? Вы вот стояли. Как вам качество этого дома? И смотрите, очень важное сейчас происходит. Мы в прямом эфире просто сейчас. Да, там Мгм. взрывы на Черниговщине, да, там... но это мы об этом говорим постоянно, всегда. То есть там карту показываем, там Константиновка, Покровск. Если хотите, уважаемые... Но тут важная вещь произошла сейчас. Это о качестве дома. Это о качестве того, что... Вот прямо сейчас, значит, э, публикация, ну, новость, да, опирающаяся на публикацию Facebook. Мощи православных святых из Киева-Печерской лавры поместят в Униатский собор Львова. Местом хранения мощей, перевезенных из Киева, станет главный собор УГКЦ, сообщил митрополит Львовско-Сокальский Дмитрий Рудюк. Этот шаг он объяснил разрывом с наследием РПЦ, КГБ, ФСБ и вообще русским миром. Такую уступку греко-католикам он считает символом окончательного духовного единения украинцев. Львов всегда был форпостом украинской нации против темных орд с востока. Будет же так и сегодня, и дай нам Бог всем выстоять, завершил свое обращение церковный иерарх. Есть, как говорится, знаете, рукописи не горят, скрины не горят. Провисело где-то минут 15. Я хотел как раз наш эфир вот сюда выводить и потом подводить итоги голосования и дальше. Ну, может быть, еще добавив фронт. Но это важнее. Видимо, кто-то прочитал, снесли, уже этого поста нет. Скрины не горят, но поста уже нет. Но он был написан. А то, как, простите, перемывали кости святым, инвентаризация это называется, Ну, это и есть то, о чем говорите вы. Получается, православные. Вот тут даже, понимаете, в чем дело? Православные. Неважно, там УПЦ, ПЦУ, все равно. Они воюют сейчас, отдают свою жизнь. За что? За то, чтобы мощи святых были у католиков в главном храме и в Львове, как в форпосте. на это тоже есть отмазка. Звучит она так, что это сейчас отдельные перегибы, ведь война же. А вот вернемся мы с фронта, как наведем порядок, как мы все изменим. То есть ровно та же сказочка, которую мы слышали после первого Майдана 2004 года и второго Майдана 2014 года. Ничего не навели. Стало все только хуже и хуже. И будет хуже, потому что эта история, эта землянка УПА, идеологическая, близкая едва ли десятой части. Население взяла в заложники большую, разнообразную, интересную страну. Страна находится у них в заложниках, и они эксплуатируют ее как заложника экономически и идеологически, насильственно. Они совершают святотатственные вещи над символическим капиталом или простыми словами, всем, чем дорого любому разумному человеку. Разумному человеку. Вот. Поэтому, что я могу сказать вам на это все? Дальше будет только хуже. Поэтому снова и снова ставится вопрос, да, вы воюете за дома. Какого качества? Что вокруг дома, в доме, что с соседями? А иконы там вообще нужны? Вуди Аллен плохой. В идеале это хохма дня сегодняшнего. Президент Польши плохой. УПЦ 6 миллионов с половиной прихожан. Да, церковь это же не только клир, это еще и мир. В том числе воюющие рядом с вами побратимы плохие. Кто вам еще не плохой? С кем вы еще не умудрились не поссориться и кому не плюнуть в душу, товарищи? Келок. Келлог. Келлог удалил. Ну, значит, Венс плохой, значит, кто там еще? Уитков плохой, а Келлог он дали Уортон. Видите, как обхаживают этого евангелиста, который натянул на себя Да. маску пастора, духовника Трампа? Ну, Теперь Бернса. смотрите. Это очень простая история. Подобная веревочка сценарно не может виться вечно. Есть такая старая армейская мудрость. Если ты плюнешь в коллектив утрется. Если ты коллектив плюнет в тебя, ты утонешь. Она не работает только в одном случае. Если ты являешь собой нечто такое стержнево самостоятельно,
что коллектив до тебя просто не доплевывает. Ну, Зеленский такой и есть. нет, нет, это не так. Такой есть те, которые не выбрасывают мощи святых, а те, которые сам стремится к святости личной. Простыми словами, к высоким этическим выборам и поступкам, которым проводит свою жизнь. Чем эти товарищи похвастаться не могут совсем, потому что ни один человек нормально ни в одной стране, тем более в своей, трижды будучи атеистом, не будет разрушать то, что свято для других людей. Не будет. Он просто разум поймет, что святое лучше не трогать. Ведь это же мы, это же наши. Да, я атеист. Но вот эти люди в это верят. Для них это свято. Мои соседи. Зачем же я буду это делать по отношению к соседям? Поэтому эта война давно приобрела принципиальный характер в отношении символического капитала, и выбор очень прост. Он всего лишь двойной. Или мы признаем себя частью символического капитала большой русской цивилизации, русской не российской, напоминаю, российская только частью, а именно той, которой Ярослав Мудрый, как князь русский. Либо мы признаем себя символической частью Запада. Но вот интересный парадокс к вопросу о гарантиях безопасности. Россия и Беларусь признают нас частью общего символического капитала, а Запад не признает нас частью символического капитала. Глубина наивности людей, которые в Украине поверили декорациям, надписям на декорации, на заборчике, на котором написано «Украина идет в ЕС и НАТО», поражает воображение. Смотрите, в Украине принято болтать и никак не отвечать за слова. У нас автор концепции «Армия нового мира», президент Порошенко, работает на компьютере с русскоязычным интерфейсом. Его поймали на этой недельке. Да, потому что он русскоязычный, в быту и диак этой самой Украинской Православной Церкви. Вот, многолетний. И делал на этом факте карьеру, как говорят люди, близко знающие. Так вот, что я хочу сказать. Что такое армия, что такое НАТО и ЕС, который мы вписали в Конституцию, и в которую мы отчаянно верим, говоря, что это там наш символический капитал. В ЕС отрегулировано все, от размера розеток до толщины хвоста коров. Чтобы вступить в ЕС, нужно огромное, невероятное количество реформ, и в НАТО, которые буквально прописаны в многодесятках томов. Украина не сделала прописью практически ничего. И не может этого сделать, потому что реальная, а не декоративная Украина в таком случае лишится ее верхушка от офиса президента до главы райадминистрации, лишится самого главного – возможности безнаказанно грабить низшее сословие в Украине. Ведь быть панами и підпанками, потому что если страну реально реформировать под ЕС, возможность воровать пропадет. Они никогда на это не пойдут. Они не пошли это даже для выживания Украины во время войны. Вы думаете, они ради ЕС на это пойдут? Это одна сторона. Вторая сторона, а ЕС нас признает частью своего символического капитала. Ну, кроме декларативных надписей на заборе украинском, когда надо, чтобы мы немножко повоевали с Россией. Так вот, реальные гарантии безопасности сводятся только к одной очень неприятной истине. Я вам сейчас ее называю. В мире существует только две страны, которые могут воевать за Украину. В обоих смыслах. За Украину как против Украины, так и защищая Украину. Это Российская Федерация и Беларусь. Более никто. А реальные гарантии безопасности всегда сводятся только к одному. Кто за тебя будет реально воевать, вступит в открытое боевое столкновение. Вот северные корейцы, они воюют за Россию. И, возможно, повоевали бы за Украину при определенном раскладе. А более пока никто в этом не замечен. Ну, кроме, я считаю, отдельных добровольцев. Как реализация государственной политики. Поэтому реальные гарантии безопасности Украине может дать только Российская Федерация, Беларусь и, может быть, Северная Корея. И больше никто. То есть те, которые готовы применять вооруженную силу в борьбе за Украину в той или иной форме, в позитивной или отрицательной. Все, не существует никаких других гарантий безопасности и не может их существовать. Они все равно сведутся все к Будапештскому протоколу про отдачу ядерного оружия, то есть Да, обмен да, на Филькину грамоту. И поэтому, когда после Аляски Трамп и все эти европейские лидеры вдруг заговорили про какую-то там бесполетную зону, про какие-то там, я не знаю, ввод контингента и так далее. Ну, конечно, украинская стена, она выглядит так, что подходи, пиши, что хочешь, и многие люди в это наивно верят, потому что больше ничего не остается. Ведь признаться, разжать глазки и посмотреть, что там реально за кулисой делается, и признаться в этом невозможно.
Невозможно, рухнет все тогда вообще в сознании, все перегородки взорвутся в один момент. Да, не надо вот смотреть, что понаписывали Макрон, там хорошие, как это там, Урсула фон дер Ляйен и так далее, и так далее. А там написано контингенты, бесполетная зона, санкции, пятое, десятое. Все таки ура, ура, наша фламинго плюс санкции, да, и плюс бесполетная зона. Вот рецепт, как это, победы над тюрьмой народов. Они никогда не будут воевать за Украину. Так А а раз не почему? будут, так Подождите. Давайте тогда с другой стороны посмотрим на эту ситуацию. давайте. Почему Россия с Белоруссией вместе не навалятся? Ведь если с севера, ну, условный второй фронт, ну, простите, Украина действительно скукожится до размеров 2-3 областей, и в надежде, конечно, что до Львова не дойдут, можно мощи туда перевести на хранение, потом удалить этот пост, потому что не точно. Но я думаю, что и белорусы, и россияне за мощами-то пойдут. Смотрите, Беларусь не пойдет на Украину или не пошла до сих пор по трем очень существенным причинам. Первое. Белорусские вооруженные силы не представляют собой по сравнению с контингентами сражающихся России и Украины серьезные военные силы. Белорусские вооруженные силы 45 тысяч, из них боеспособных реально 18 сейчас, если по сусекам. Даже при проведении мобилизации 60 они поставят. 60 это ничто, это ничтожное количество по масштабам этой войны. Они могут причинить неприятности в приграничных районах, но не более того. Раз. То есть для того, чтобы довести белорусские вооруженные силы до кондиции, которая может существенно угрожать, там, представлять угрозу северной границы России, вернее Украины, это нужно доводить до 150-120 тысяч. Это год, минимум год серьезнейших усилий в Беларуси. Раз. Ну, Белорусский смотрите, народ... давайте так. Подлетное время до Киева все понимают какое. И Это если все... Беларусь включается в этот, ну, уже другой, наверное, религиозный, цивилизационный конфликт, то, простите, как раз-таки во Львов столицу переносить придется, потому что Саша, там достреливается. подлетать нечем. Проблема в том, что Так белорусам негде чем русские подлетать. поставят чем подлетать. Чего? Чтобы русские, это ж так не работает. Это только в украинских мечтах, что нам дали F-16, и мы полетели. Сколько F-16 вводили в эксплуатацию в Украине? Когда он первый раз полетел, его увидели в небе. Примерно год с момента поставки. Та же самая история. Авиация – это очень сложный род войск, и поэтому так просто поставить самолет и взлететь и полететь, так не бывает. То есть Беларусь, чтобы воевать с Украиной, должна полностью сменить всю политику, которую она проводит. Политику нейтралитета. Предпринять чудовищные государственные усилия, которые вряд ли будут популярны. А теперь такой лидер Беларуси, как Александр Лукашенко, человек чрезвычайно умный, дальновидный, недаром он столько лет в кресле политика и прошел такие большие испытания, никогда на это не пойдет. Вы видели его крайнее интервью? Ну, другой пойдет, после него который. Ну, может быть, но не Лукашенко. Поэтому там класс игры у Лукашенко только обзавидоваться и дальновидность. Поэтому Беларусь исключена из этого уравнения. Более того, Лукашенко поздравил Украину с Днем независимости. Красиво поздравил. Красиво поздравил, да, не будем об этом забывать. Так вот, это все непросто втянуть Беларусь. Но это все на данном этапе непросто. Что там впереди, мы не знаем. И тут справедливо вы говорите, что намекаете на то, что ситуация склонна меняться, особенно если она склонна усугубляться, так как сейчас это происходит и так далее. С моей точки зрения, это, весь этот конфликт, вся эта война решается одним фундаментальным выбором, который очень сложно сделать. Признанием, что мы с Россией и Беларусью принадлежим к одному символическому. У нас один на троих символический капитал. А кто должен признать? Это на уровне государственной политики, внутренней и внешней делается. А кто у нас отвечает за внутреннюю и внешнюю политику? Ермак. Президент, президент Украины. Ну, по Конституции, вроде как, и так далее. Теперь смотрите. Многие думают, что это означает немедленно слиться в тесных объятиях с Россией и Беларусью. Это не так. Политическая независимость вполне возможна при признании общего символического капитала. Более того, это лучшее средство ее обеспечить на данном этапе. Напоминаю, что у арабов при единстве символического капитала 19 политических образований разных, 19 арабских государств. У англосаксов 6 государств.
при одном символическом капитале. У испанского мира я устану считать, сколько у них политических образований в рамках одного и того же испанского мира. У немцев Лихтенштейн, маленькое симпатичное княжество, немецкая часть Швейцарии, наиболее большая, наиболее богатая, и Германия, и Австрия. 4 государственных образования. Это один и тот же немецкий мир. Поэтому все Алексей очень Николаевич, я просто. думаю, вы извините, Да. пожалуйста, я просто хочу, Да. чтобы вы конкретнее и проще объяснили. Проще это звучит так. Мы говорим, да, мы с вами от одного корня, но остаемся независимыми. Потому что слишком большая разница политических культур, да и отгремевшая война не способствует слитию в объятиях и так далее. Но давайте договариваться как родные договариваться. Напоминаю, 10 миллионов граждан Украины – прямые родственники в России. Это ближний круг родственников. Если посчитать косвенных, то у каждого, наверное. Мы говорим, мы договариваемся как родные, вот о чем, о добрососедских отношениях и даже о какой-то там кооперации. Не воюем больше. И о системе арбитража, которая позволит нам все конфликты решать без войн. Без войн. Понимаете? Вот без открытого применения вооруженных сил друг против друга. Но мы вам гарантируем, что с нашей территории никогда не будет исходить военная угроза Беларуси и России. А вы, соответственно, что с вашей территории нам не будет выходить именно как братскому народу на основе символического капитала общего. И мы восстанавливаем, делаем некоторые символические жесты. Например, совместно отмечаем крещение Руси, там, согласовываем некоторые вехи истории межправительственной комиссии там, и так далее, и так далее. И вот проблемка в том, что землянка УПА, которая взяла в заложники весь остальной украинский народ, нам всем пытается объяснить, что никогда, никогда, никогда мы не были братьями, и символический капитал у нас вовсе лежит у президента, там же, где у президента Польши его указ о том, чтобы бандеровцев признать, да, запрещенной идеологией. Вот и все. Нас не хотят видеть в Европе, мы не являемся европейцами, и никак с их точки зрения, и никогда мы не будем ими братьями. Вот этот стих, который женщина проникновенно записала, «Никогда мы не будем братья», надо пересылать сегодня президенту Польши и другим лидерам европейских государств, потому что вот они нас не считают братьями и никогда не будут считать нас братьями. Индейцами, да, братьями нет. Поэтому все очень просто. Более того, признание общего символического капитала как никогда укрепит безопасность Украины, ее экономические возможности и что? И безопасность. Ровно то, чего так хочет Украина. А, Поэтому разговор должен быть очень короткий. Смотрите, ребята, мы действительно от одного корня, у нас одна история. Более того, выходцы из тогдашнего Киева и создали эту вашу Российскую империю. И мы несем за нее авторство как за Российскую империю, так и за Советский Союз. Что украинцы руководили его в лучшие моменты его. И Российской империей, и Советским Союзом. А теперь смотрите внимательно. Но мы на данном этапе хотим остаться кем? Политически независимым. У нас другая политическая культура, пока которую трудно согласовывать с вашей. Вы же с Беларусью находитесь в союзном государстве? Находитесь. И при этом что? Беларусь независимое государство. Вас вот любят вырезать как-нибудь, да? Вот это вот сейчас очень Мгм. интересно, особенно про политическую культуру, говорит подсанкционный Арестович. Мгм. Это, конечно, это Но звучит. Арестовичу проще всего, потому что все 3 братские сестры завели на меня уголовные дела. И Россия, и Беларусь, и Украина. Я везде уголовник, экстремист и террорист. Поэтому мне гораздо проще. Вот если бы не было этого, я бы тогда что? Мог бы говорить, ну да, у нас там вот и так далее. А на самом деле что? И те хороши. И многое можно сказать и про тех, и тех, и тех. Но это не означает, что символический капитал разный. Поэтому надо очень просто. Надо бороться за качество администрирования вверенной нам территории и за качество общего союза, символического союза. Политический союз может быть... И арабы ссорятся между собой, и в Да, разных друзья, ходят. немного Но мы... давайте договорим. Но это будет самым главным стабилизирующим фактором с точки зрения безопасности, экономического процветания и политического, не ЕС и НАТО, а именно признание общего символического капитала. Но никогда на это землянка УПА не пойдет, пока ее не выпинают из Украины большим кованым сапогом. А вот кто это сделают, сами украинцы, либо российские солдаты и белорусские, это уже большой вопрос. Так вот, украинцы кровно заинтересованы в том, чтобы сделать это сами. Сами, а не дожидаться российского сапога во Львове. Да, скоро подведем. Только должен сказать по поводу ТЦК. Это, конечно, новость
Ну, жесть, в общем, продолжается, да, кроме убийств, кроме стрельбы в Днепре, кроме вот этих всех моментов, вот сообщили, что ТЦКшники запаковали многодетного священника УПЦ протоиерея Богдана Матвеева во время крестного хода в Почаевскую лавру, вот этого многотысячного сегодня. Жена об этом сообщила. Значит, по ее словам, инцидент произошел сегодня, когда священник подвозил в Почаевскую лавру больных участников крестного хода. На данный момент известно, что он уже находится в Ровенском полигоне. Быстро. Ну и там 5 детей, конечно, один из которых воюет на фронте. Никого не волнует. Хотя и многодетность, и наличие прямого родственника на фронте. Смотрите, это же все очень просто. В теории можно создать ситуацию, когда Российская Федерация сейчас остановится. Напоминаю, что польско-российские войны шли 196 лет. Сейчас времена побыстрее, давайте 10 уберем, получается 19,6. Ну, примерно срок, с которым совпадает Мединский. Ну, 5 лет или 7 они не повоюют. Потом они вернутся за священниками. Они вернутся за священниками и за своими святынями, как бы кто ни хихикал. А раз их положили в храм УГКЦ во Львове, то придется дойти до Львова. Это же очень простая мысль. Так вот, Украина, с моей точки зрения, кровно заинтересована, чтобы не допустить этого сценария, а самим навести у себя порядок. Да, Вот и всё. друзья, подведем итоги нашего опроса. Немножко мы сегодня увлеклись Алексеем Николаевичем. Обещаем, в следующий понедельник больше времени уделим вопросам и обязательно пробежимся по карте. Я думаю, что через неделю будет гораздо более много чего интересного по факту на земле, кроме там Купянского окружения или обхода сегодняшнего, Днепропетровской области, которая как бы есть, но это все опровергают в очередной раз. В общем, больше будет ясности, мы уделим этому много времени. Давайте подведем итоги нашего опроса. Ну, собственно, они такие. Что с большей вероятностью ожидает ТЦКшников после окончания боевых действий? 5% медали, привилегии, почет и уважения считают. 19% бегство за границу, 32% ничего, будет вообще не до ТЦКшников тогда, когда все произойдет, ну, окончатся боевые действия. Ну и 43% разгневано, понятно, что будет месть, расправы, в общем, народный суд будет их судить, не дожидаясь всех остальных. Ну вот такое настроение сегодняшней аудитории. Вуди Аллена «Миротворец» занесли. Да. Вот буквально перед нашим эфиром. Значит, Вуди Аллен отправляется на кинофестиваль «Московскую неделю кино». И сразу же во Львове, ну, куда якобы хотели мощи перенести или там хранить, отменяют мюзикл из его авторства. А доблестный миротворец вносит его, так сказать, в свою базу. Нормально, Григорий. Отлично, Константин. Встречу в Нью-Йорке и принципиально осужду. Подойду, поправлю шарф и скажу: ах, Вуди, как же ты мог? А потом скажу: пошли выпьем чашечку кофе, ведь ты и я тоже миротворцы, мы оба миротворцы. Оба в миротворцы, да. Значит, друзья, переходим к вашим вопросам. Давайте непосредственно с вопросов по QR-коду, потом клуб зрителей, сообщество, и все не пройдем, но с чата обязательно, ну, как бы достанем. Пообщаемся лаконично, чтобы большее количество пройти. Итак, значит, вопросы. Поехали. Алексей, так что, моностримов про 5-й проект, про Русь-Украину больше не будет? Я правильно понял? Алекс Бас спрашивает. В среду будет монострим политический, можете задать там соответствующие вопросы, я вам обязательно отвечу. Угу, то есть, друзья, подписывайтесь, кто смотрит на канале Арестовича, подписывайтесь на Алексея Николаевича и следите за обновлениями. Благодетель, так называет себя пользователь. Алексей, как вы оцениваете стратегическую развилку для России после нынешнего конфликта? Первый путь – закрыть имперский нарратив, строиться в западную систему, отказаться от великодержавной субъектности, рассчитывая на мир и экономическую нормализацию, хотя история показывает, что Запад не принимает Россию даже в статусе нейтральной державы. Второй – попытаться создать третий путь, стать альтернативным центром силы, сохранив цивилизационную уникальность, но без открытого реванша против США, что требует глубокой перестройки экономики
риторики и идеологии. И третий – курс на жесткий реванш и слом западной архитектуры мира через союз с Китаем и глобальным югом, с колоссальными рисками тотальной конфронтации. Какой из этих сценариев, на ваш взгляд, реалистичен для России, учитывая внутренние ограничения, длинную волю и опыт противостояния гегемонам? Россия однозначно идет третьим путем, только в варианте, что они США предложили нейтралитет, по крайней мере, там, или правила игры, примерно как в холодную войну. То есть какая-то если противостояние, то разумное по разумным предсказуемым правилам. Вот. И это как бы решенный вопрос. Я не думаю, что Россию... Первый вообще фантастический, второй нереальный, третий, да. Вот игрыш пошел, маятник пошел в сторону, в другую сторону. Э, Клуб зрителей, пользователь Кинг Алексей. Александр, добрый вечер. Спасибо за вашу работу и вам спасибо. Хотел узнать у Алексея, считает ли он, что война движется к концу, и еще, встретится ли Путин с Зеленским, и какой перформанс тогда может учудить Зеленский? Война не идет к концу, война будет продолжаться и усиливаться. Что касается Путина и Зеленского, Путин может встретиться с Зеленским только в одном качестве, когда будет подписывать окончание войны, назовите это как угодно, там, капитуляцию, кому какие слова больше нравятся. Давайте так, окончание войны. А, Алексей, как вы оцениваете фигуру Константина Малафеева? Известно, что его часто называют одним из неформальных бенефициаров конфликта на Донбассе, но куда интереснее другое. Несмотря на скандалы, от невозврата долгов до громких обвинений в мошенничестве с криптоактивами и пенсионными средствами, он продолжает открыто действовать в российском публичном поле. В чем, на ваш взгляд, причина такой неприкосновенности? Есть ли у него реальное влияние внутри элит, или это образ, выгодный определенным кругам? Я слишком мало знаю про Малафеева, чтобы носить какое-то разумное суждение. Любая неприкосновенность определяется тем, что человек находится в системе отношений, где он пока считается трудно или незаменимым. Вполне возможно, что он выстроил по каким-то параметрам такую систему отношений. Надя спрашивает, как вы можете объяснить слабость или даже никчемность российской оппозиции, кто их аудитория, для кого они и кто для них является врагом. Когда в России началась мобилизация и штрафовали за песни-сердючки, они же просто выпрыгивали из штанов, чтобы защищать права человека, и предлагали различные способы побега за рубеж. Что же они сейчас молчат все буквально о беспределе Зеленского? Почему не говорят о диктатуре, двойные стандарты или просто продались? Спасибо. Они прекрасные люди, но слабые, потому что если бы они были за истину и были бы истинными либералами, они бы говорили о том, что творится в Украине, что Украина... Но тогда у них же там по негласному соглашению, если критиковать Украину, это значит, ты работаешь на Путина. Так написано на декорации под названием Украина. Поэтому они старательно закрывают глазки по поводу того, что беспредела, который творится в Украине, но у них все это все хуже и хуже уходит, ладошек не хватает. Поэтому, как говорил Марк Твен, опустим завесу жалости над концом этой сцены. Мне их очень жаль. Мгм. Так, Алексей, Денис спрашивает, добрый день, когда, по вашему мнению, начнут выпускать политзаключенных? Благодарю. Только при смене режима и смене развития, направления развития в Украине. Я вас уверяю, что следующий, кто придет к власти, может оказаться таким, что Зеленский и его политика Зеленский вам покажется манной небесной. И политзаключенных станет больше. Много вопросов, кстати, несколько человек задавало по поводу списка Панченко. Что вы думаете об этом списке? А что это за список? Список политзаключенных, репрессируемых, разный список. Смотрите, моя установка очень проста. Никогда прописью человека нельзя наказывать за взгляды и за слова, только за действия. Ну, то есть, когда там кричат пророссийский либо государственная измена, это вообще нужно доказывать в суде. А не просто брать, накладывать санкции, заниматься внесудебными расправами и кого-то там куда-то садить. Человек Подождите, работает давайте так, в каком суде? В каком суде? Мы же говорим о нормальной стране. Частью, например, судебных экспертиз делился Шарий, например. Там же, это же цирк. Написали лингвистически, что он предал Украину. Все, предатель, суд. Смотрите, говорит, мы специально тебе такое решение дали. В апелляции отобьешься. Мы там подводные камни зарыли. Вот это суд, самый гуманный.
Мы же говорим о нормальной стране, а не об Украине, которая сейчас имеет место быть. Что можно не ссылаться на шария, можно ссылаться на меня и на вас, которых записали пророссийские, а ведь это конкретная вещь, которая в нормальном суде нормально доказывается. Связь с российскими спецслужбами, например, там, или Материалов нет. материальная заинтересованность, и иные виды заинтересованности и так далее, и так далее. И где? Поэтому, когда Лавров говорит, что одним из условий, или западная пресса, ссылаясь на него, пишет, что одним из условий является освобождение всех политзаключенных, по списку Панченко или еще по какому-то списку, то возникает нехорошая ситуация. Почему о наших украинских политзаключенных беспокоится государство-агрессор? Это как? Как мы администрируем свою собственную страну? Алексей Василий спрашивает, если боевые действия продлятся в 26-м, какая вероятность, что Россия возьмет Одессу? Одессу он очень не скоро возьмет. Для того, чтобы Россия взяла Одессу, нужно две вещи. Первое – полностью рухнувшее украинское южное направление и неспособность восстановить его. Потому что сначала нужно перейти Днепр, взять Херсон, взять Николаев, и потом аж дойти до Одессы. Это непросто. Они пробовали в начале войны. Или второе, Российская Федерация где-то должна нарастить огромную группировку авиации и флота на этом самом, на юге, чтобы провести морскую десантную или комплексную морскую десантную, воздушную наступательную, наземную наступательную операцию, которая приведет к взятию Одессы. Это так далеко от реальности, что остается только первый вариант, полностью рухнувший Южный фронт. Но пока до этого как-то вот все-таки еще далеко. При всех неприятностях, которые у сил обороны Украины, до этого очень далеко. Так, Маша спрашивает, зачем Славянск и Краматорск приписывают в Днепр и Запорожье? Это что, остановит Путина? Это свежая идея с обеих сторон, потому что кто-то из говорящих голов сказал, что проблема Конституции решается для России тем, что Запорожской и Херсонской областью, если в случае линии фронта, заморозки по линии фронта, объявляется та часть территории, которая захвачена Запорожской и Херсонской. Просто пишется, что вот это административные районы Запорожской области Российской Федерации или там Херсонской. А на остальное мы не претендуем, как вариант. И такой же аналог родился для Украины. А давайте вот признаем их Днепропетровской, и тогда нечего отдавать. И все. Это политические фантазии. Алексей, ваш тезка, пишет, добрый вечер. Северные потоки взрывали британцы, а Украина отвлекала внимание. Что думает Арестович? С Я не знаю, кто уважением. взорвал «Северные потоки», но внимательно слежу за тем, что говорит генеральный прокурор Германии. А он говорит, это группа из граждан Украины сделала. И первый уже задержан. Сергейка. Сергей К. Сергейка. Напоминаю, что «Северные потоки» – это немецкое имущество, и это очень сильно похоже на международный терроризм. Как-то неудобно получается. Мгм. Спрашивает Александра по поводу вашего визита в Россию. Какие перспективы? Предложение Соболева открывает. Как вы оцениваете? Ну и Коля там, замечательный человек, я его очень сильно уважаю, но вряд ли он в состоянии предоставить мне гарантии безопасности. там этого блогера, как его, Маркарян, да? Ну вот этот, который Вот, жена-ненавистник, в общем, такие. Ну, я слышал такое имя и фамилию, не смотрел ни одного видео, не знаю, кто он, кого он там ненавидит, но его задержали. Дело не в этом. Мало ли в России задержанных. Но что такое визит в Россию? Посмотреть Ростов батюшку и Москву матушку с удовольствием. Как кто? Как турист. человек, который под тремя уголовными делами в России. Это интересное предложение, но в данный момент оно в мои планы не входит. Как Отвечать это? Как в это? российском суде, да. Если, Пенитенциарный туризм. да, пенитенциарный туризм, да. Я разные варианты своей жизни прикидывал. Почему-то мне в голову не пришло садиться в российскую систему справедливости. Я не знаю даже почему. Есть Арестович вообще, говорят, странный очень человек. У него не чтобы приехать и сесть. Не хочет. Другие А, планы. Аня спрашивает. Алексей Николаевич, Чонгар был разминирован, потому что Украина готовила вторжение в Крым, но не успела? Я не знаю, был ли вообще заминирован Чонгар.
По отношению к этому существуют большие вопросы, потому что прежде чем что-то разминировать, надо сначала заминировать. Раз. Во-вторых, Украина никак не могла готовить вторжение в Крым, потому что у нас там на этом Чонгаре было 3 несчастных батальона неполного состава, поэтому и в его районе. Именно поэтому так быстро россияне прорвались к Херсону и ушли в направлении Мариуполя и Мелитополя. Чем вторгаться? А Крым — крупнейшая военная база России, запичканная войсками. Там одних аэродромов военных 8 штук. Поэтому, как бы, ну, куда? О чем вы говорите? Поехали, чат трансляции. Буквально по парочке вопросов с одного и с второго канала. Мы вдвоем в прямом эфире. 27 тысяч на канале Александр Шелест и 42 тысячи на канале Алексей Арестович. Друзья, поставьте лайк трансляции, это очень важно. Боцман задает вопрос на канале Александр Шелест. Алексей, кто больше всего выиграл от войны России и Украины? Ведь кто-то же выиграл. Какие страны или группы? Глобалисты. Но они же и проиграли диалектически. Именно из-за этой войны к власти пришли и в 9 правых правительств в Европе в значительной степени, и Трамп в Америке. Консерватор. Вопрос от пользователя. Олег задает. Русские не стали брать Тбилиси, победили в войне. Теперь в Грузии мир. Возможен ли такой вариант с Украиной? Да, не только возможен, но и наиболее вероятен в настоящий момент. Red Monkey, вопрос. У Стерненко хватит наглости, дефис ума, баллотироваться на пост президента Украины? Как думает Арестович? Это может хватить. Ума там никогда не было и, видимо, не будет уже, но наглости там. Ну, тогда вопрос, кто из них, Притула и Стерненко, они же там в тесных объятиях. Надо же выбрать кого-то. Сергей, есть ли у Украины такие же союзники, как у России, корейцы, которые готовы отдать жизни в рамках союзнических договоренностей? Столетний договор с Британией не предполагает ли этого? Что с жизнями англичан? Нет. Англичане не предполагают. Александр, здравствуйте. Вопрос Алексею. Кто ядерный электорат Зеленского? Он вообще существует? Я тоже очень хочу найти ядерный электорат Зеленского и поговорить, задать ему хотя бы пару вопросов. Все ли у него, первый вопрос будет так, все ли у него хорошо? И второе, это не вопрос, а пожелание всяческого благополучия. Особенно ментального здоровья, я бы сказал. Джокер Света спрашивает, какова роль Папы Римского в политике? Смотрите, формула работает так. Слово правит миром, слово правит мечом, меч правит золотом, золото правит всем остальным. У Ватикана есть слово и золото. Золото гораздо меньше, чем слов. 1,5 миллиарда католиков – это огромное влияние, запредельное. Кроме него есть история влияния и так далее. Это очень серьезная сила на уровне слова. Знаменитая сталинская «Сколько у Папы Римского танковых дивизий?». Он имеет огромное влияние. Политика, которую он проводит, не вполне является политикой в привычном смысле этого слова. То есть они не занимаются политикой, как это принято у светских политиков. Но внимательно ее мониторят, оказывают то или иное воздействие на, скорее, умы масс, проводя ту или иную линию, фиксируя то или иное отношение. Но в последнее время Ватикан шатает, поэтому далеко не все католики всегда согласны с папой, с руководством Ватикана, с папой. И это, безусловно, размывает силу влияния. Но это очень мощная сила, моральный авторитет и так далее. Это для очень многих людей. И, конечно, их мнение весомо. Алексей, на ваш взгляд, в чем мотивация Зеленского продолжить войну? Ну или продолжать ее? Но у него мотивация очень простая. Личная безопасность. Как только заканчивается война, он 100% уходит от власти. Как только уходит от власти, становится вопрос ответа за все, что он натворил. 8 тысяч людей под санкциями. Как вы думаете, все склонны ему будут прощать? Это я только один маленький параметр называю. А там есть очень серьезные люди. Вопрос. Если Украина сменит проектность, мы из России тоже должны будем сменить проектность отношений с Украиной. Это факт. Это и должно быть общими уступками с двух сторон для нормализации. Как Россия этого и требует. Она же заявляет это как условие последовательно и безотказно. Смените проектность, простыми словами она говорит, и мы изменим к вам отношения, в том числе гарантируем вам безопасность. Все же просто понятно. Угу. Переходим к вопросам из чата Алексея Николаевича. Алексей, у вас есть вредные привычки? Алкоголь какой предпочитаете? Если да, то как часто? Какие дозы? Иван Полончак спрашивает.
Я могу раз в неделю выпить бокал вина, но я делаю это гораздо реже. Обычно за компанию, да. Я вообще равнодушен к алкоголю. Алексей, когда вы описываете качество украинского дома, я закрываю глаза, у меня при воображении становится только моя Россия. Как, на ваш взгляд, лечится путинизм, зеленизм? Конкретика, пожалуйста. Что такое путинизм и зеленизм? Друзья мои, важно же не персоналии, а то, ради чего они живут, дышат, борются и проводят какую политику. Путин прошел очень длинный путь от самого прозападного политика, который умолял принять Россию в НАТО, заигрывал с США, устроил базу НАТО на Волге и так далее, до человека, который объявил войну Западу. Причем войну не на фронте, как многие считают, а войну как это, на уровне символического капитала, на уровне базового понимания мира. И ведет ее весьма успешно. Поэтому, а зеленизм это тоже же дело не в Зеленском. Зеленский один из 6, которые проводят одну и ту же политику в Украине. Политику панов, пидпанков и крепостных. Вот и все. Поэтому как это, здесь всю систему менять надо. Пользователь 117. Вопрос. Украинские солдаты стали называть русских орками. Ну, вроде понятно, но почему русские стали вдруг называть украинских эльфами? Что это? Глупость? Сила? Ну, в ответ, если мы орки, то значит воюем с эльфами. Да. Тут же все понятно. Там Главное, они... чтобы потом было возвращение короля. Это да. Там они еще... Третья серия, да. Да, там еще есть другие названия. А, Видел ли Алексей деградацию Украины после Майдана? Войну на Донбассе, спрашивает Елена Ланне. Народ, вы же поймите, как я это воспринимал. Во-первых, я жил в Украине, соответственно, я в среде находился. Во-вторых, у меня не было источников информации, таких, как есть сегодня. В-третьих, я был офицером украинских вооруженных сил, который, да, вообще и остаюсь, который давал присягу соответствующую. На мою страну напали, забрали у меня Крым. Ну, какое может быть установка у офицера? Майдан же очень быстро превратился в войну. На Донбасс зашли диверсанты российские, начали убивать украинских военнослужащих, украинских граждан. Мы сейчас не говорим о причинности, мы только о фактологии. Как украинский офицер, дававший присягу украинскому народу, должен был к этому относиться? Но заметьте, я и тогда никогда себе не позволял расчеловечивания россиян и русских. Во-первых, по законам воинской чести этого не положено делать. Во-вторых, по причине глубокой человеческой порядочности. Папа и мама воспитали хорошо. Поэтому это был всегда противник. Даже не враг, а противник. К противнику принято относиться с уважением. Поэтому вот и все. Честно воевал. Не забывайте, что я воевал. Вот, поэтому по мере как бы понимания, получения дополнительных источников информации, вы же смотрите, что такое капитан, который где-то там помощник начальника разведки бригады, или вольно определяющийся в 14-15 годах, или там, например, советник офиса президента, который принимал участие в 3 переговорных форматах. Нормандский, Стамбульский и Минский. Это, знаете ли, годами. Это, знаете ли, немного другой уровень информации. И, соответственно, другой уровень понимания. Поэтому я тоже проделал свою эволюцию. Результаты вы видите ее сейчас. Степан, здравствуйте. Мир улучшается или стоит на месте? Мир улучшается усилиями отдельных людей. Сам по себе он крутится на месте, как собака за собственным хвостом. Да. Виктор, какие перспективы у закона про выезд за границу мужчин до 24 лет в Украине? Это просто пиар или действительно рассматривают варианты открывать границы? Могут принять, потому что надо сбрасывать социальный пар, социальное давление. А во-вторых, перед тяжелой осенью. А во-вторых, молодежь, которая не боится ТЦК, это основное топливо для Майдана, как они успели убедиться, для уличных протестов. Поэтому они хотят просто, чтобы она выехала. Сбросить ТЦК в этой категории, и, вернее, сбросить пар, и просто дать им физически выехать, чтобы не возвращались, не махали картонкой. Впереди непопулярное решение, их надо вывести из страны. Да, друзья, значит, 44 там без малого тысячи онлайн на канале Алексея Арестовича. Спасибо большое. На канале Александра Шелеста 26 тысяч. Прямо сейчас обещаю, что на следующий раз больше, в следующий понедельник уделим времени вопросам. Ну, действительно, очень важные дни. И о фронте поговорим обязательно. Но я вот как бы... Я вообще такое не люблю, но иногда применяю.
Алексей Николаевич, в завершение, чтобы точку поставить. Украина будет существовать к следующему Дню независимости? Следующему еще будет, скорее всего, с большой вероятностью. А вот через раз я уже не уверен. К 27-му уже очень большой вопрос. 3 точки ставим. Алексей Николаевич, благодарю за время и мысли. Друзья, всем большое спасибо, что посмотрели наш сегодняшний стрим. Присоединяйтесь в следующий понедельник, примерно в это же время, да, 21 ОО. Следите за анонсами. Берегите себя и друг друга. Добра и света.